говорит и показывает. Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, что творится в голове других людей? У них дурь в голове. Да ладно, Уилл. Не стоит сразу так все обобщать. По версии компании Disney Pixar, в голове много чего творится, а заправляют всем 5 эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Вот и решили сделать мультфильм на эту тему. Поэтому в рамках рубрики «Топ-обзор» вы узнаете все самое интересное о мультфильме «Головоломка». Что за чудо? Крошечный комочек радости. Короткометражки. На проводах сидят птицы. Но это не просто птицы. Это птицы из короткометражки 2000 года под названием «О птичках». А здесь нарисован постер, где изображен мальчик. Он ловит звезды. Это отсылка на еще одну короткометражку компании Pixar под названием «Луна». Создатели. В контактах можно увидеть человека под ником Док Пит. Это отсылка на Пита Доктора, режиссера мультфильма. На стене надпись А113. Это очень бородатая пасхалка, которую Pixar оставляет практически во всех своих творениях. 113 — это номер аудитории, в которой ведущие аниматоры компании обучались своему делу. Напоминание. Воспоминания Райли, где она в раннем возрасте играла на детской площадке. Обратите внимание на горку и подобие смайлика. Теперь давайте вспомним третью часть истории игрушек. И зловещий детский сад под названием «Солнышко». Вот он, посмотрите, по левую сторону от Вуди можно увидеть точно такое же подобие смайлика. Главная героиня играет в комнате, беззаботно проводит время, а на столе можно заметить журнал «Скелет». Это является отсылкой на мультфильм «Рататуй». Семья Райли решила остановиться и пофоткаться на фоне динозавра. Только они, скорее всего, не знали, что этот динозавр из мультфильма «Хороший динозавр». И правильно, откуда они могли это знать? Мультфильм-то вышел позже, ну а вы теперь знаете. Машина врезается в хвост еще одного динозавра из того же мультфильма. Среди настольных игр есть Find Me. Это отсылка на мультфильм «В поисках Немо». Вдалеке на заднем фоне, справа, можно увидеть огромную лапу. Это отсылка на монстра по имени Тед из мультфильма «Корпорация монстров». То есть, то нет. Сейчас вашему вниманию будут представлены эпизоды, которые то и дело содержат в себе разной степени ошибки. Сумка есть, сумки нет. Бумаги разбросаны, бумаг уже нет. Дверь открыта, а на этом кадре она закрыта, и мама Райли ее открывает. Что за скорость света в этих кадрах? Так все быстро не может происходить, а посему уже 3 киногреха. Мы видим, что мама Райли по идее в очках, но в этом кадре никаких очков на ней нет. Вырезанные сцены. Есть несколько удаленных сцен, а точнее сказать наработок, которые не попали в мультфильм. Одна сцена называется «Райли выросла». В ней мы узнаем, что Страха на самом деле зовут Фредди. Именно с ним Радость должна была отправиться в путешествие по разуму в первоначальном сценарии. А еще Райли больше не интересуют детские игры, и Радость она слушать не намерена. Другая сцена называется «Увядание Радости», где Радость и Райли пытаются понять, почему со временем вещи в жизни меняются и чем занимается отец Райли на своей работе. Сцена «Неправильный курс» рассказывает о том, как Радость и Страх должны достать очень важные воспоминания, а также впервые встречаются с Бинго-Бонго. И последняя сцена называется «Строительство». Рассказывает о том, как Радость и Бинго-Бонго попадают в одно место, где происходит взросление разума Райли. Чтобы расширить сознание под более серьезные мысли, придется снести парк воображения, но герои пытаются помешать рабочим. Pizza Planet. В желтой сфере на переднем плане можно увидеть машину Pizza Planet из истории игрушек, которую Pixar добавляет практически в каждый мультфильм. Это пасхалка из серии «Фиг заметишь». Рядом с ногой брезгливости можно увидеть желтую сферу, в которой снова отсылка на машину Pizza Planet. На переднем плане тоже машинка из Pizza Planet. Чужие вещи.
классе есть глобус, который на самом деле принадлежит Энди из «Истории игрушек». Увидеть его можно, например, в третьей части «Истории игрушек. Большой побег». Вот он. 3 кнопки на панели управления являются символом Микки Мауса. На ящике справа можно увидеть персонажа, который косплеит Микки Мауса. На девчульке майка с черепом. Это отсылка к первой части «Истории игрушек», где у Сида была точно такая же майка. Только у него она черная с белым черепом, а у девчонки белая майка с черным черепом. Семья Андерсон ужинает китайскую пищу. Обратите внимание на коробки. Точно такие же можно заметить в «Приключениях Флика», во второй части «Истории игрушек», «Корпорации монстров» и «Рататуи». А этот мячик Pixar очень часто добавляют в свои мультфильмы. Например, его можно увидеть на стене в Университете монстров и в первой части «Истории игрушек». Бинго-Бонго достает из сумки ботинок. Это ботинок из мультфильма «Валли». А сейчас пришло время для суперскрытой пасхалки. Присмотритесь к 2 этим сферам. В первой можно увидеть свадьбу Карла и Элли из мультфильма «Вверх», а во второй их любимый домик из того же мультфильма. Вообще в этих сферах большое количество отсылок на мультфильм «Вверх», но попробуй еще разгляди их. Эмоциональные ошибки. На протяжении всего мультфильма эмоции наблюдают за происходящим внутри головы Райли, как и должно быть. А бывает, что они видят Райли со стороны, чего быть не должно. Это явный киногрех, даже мультогрех, если быть точным. Рабочий отправляет в мозг сферу, где содержатся воспоминания о рекламе жвачки. Нет никаких объяснений, почему радость не отправила основные воспоминания тем же путем. Режиссер признался в этой ошибке. Мол, тогда бы половины мультфильма не было, а ведь он прав. Бинго-Бонго плачет конфетами. Их должно быть по крайней мере не так мало, а на самом деле всего несколько штук. Да и серое пропадает между кадрами. Кино в головоломке. Оставь, Джек. Это облачный город. Данная фраза является отсылкой на фильм с Джеком Николсоном под названием «Китайский квартал». Забудь, Джейк. Это китайский квартал. Пошли. Головоломка 2. При создании первой части мультфильма «Головоломка» создатели не стали реализовывать несколько идей. Вполне вероятно, что следующая информация, которую я вам расскажу, может оказаться в продолжении. По крайней мере, это было бы здорово. Авторы сценария изначально планировали использовать порядка 27 эмоций, но решили не усложнять сюжет и остановились на 5. А под ножницы монтажеров попали такие эмоции, как удивление, гордость и доверие. Кстати, вы заметили, что в отличие от других персонажей, радость не отбрасывает тень ввиду своей светлой личности. Из разума Райли был вырезан целый отдел. Этот департамент носил название «Имена и лица», задача которого состояла в следующем: сопоставлять имена людей, которых встречает Райли, с их лицами. Идея была в том, что начальники отделов недолюбливают друг друга и не общаются между собой. Если бы идея была претворена в мультфильм, то было бы хорошее объяснение распространенной ситуации, когда человек не может вспомнить чье-то имя. MC-трейлер, MC-мультфильм versus. Настало время поговорить о трейлерах мультфильма, вспомнить, что в них было, и понять для себя, верное или неверное представление они создавали о грядущем на тот момент мультипликационном продукте. Всего до премьеры было выпущено 2 трейлера. Один представляет из себя целый момент, в котором семья устраивает разборки за ужином. Второй трейлер более обширный, в нем нас знакомят с персонажами из головы Райли. Оба трейлера очень веселые, но из них практически невозможно было понять о сюжете и о том, что будет происходить в целом. Опущено 2 ключевых момента: переезд семьи в другой город, следовательно и разрыв с прежней жизнью, а также угроза полного коллапса личности, которые пытаются предотвратить эмоции Райли. Трейлеры рисуют картину, что у каждого в голове свои тараканы. Да, это действительно так, но общей идеи мультфильма проследить было невозможно. Соответственно, и представление создавалось неверное. За это нужно похвалить авторов. Сумели создать интригу на все 11 баллов. А что вы думаете на эту тему? Смотрели трейлеры к мультфильму? Напишите в комментариях, на какой фильм, мультфильм или игру вы хотели бы увидеть топ-обзор. И, конечно же, самое время применить 5 лайфхаков. Помните какие? Поставить лайк, подписаться и ударить в колокол, написать комментарий, рассказать о ролике друзьям и ждать нового ролика. Да, за этот год мы через многое прошли, но все так же любим нашу девочку. У нее классные новые подружки, чудесный новый дом, все как нельзя лучше.